Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим вопрос о роли каши в рационе собак. Казалось бы, чего уж там обсуждать, всегда в рационе собак была каша, причем существуют научно обоснованные и практически подтвержденные нормы количества каши в рационе собак. Но вот в последнее время, несмотря на это, владельцы собак у меня стали очень часто спрашивать, а нужно ли вообще собакам давать всевозможные каши? Мотивируя это тем, что ведь собака это хищники, и что, мол, хищники в природе не едят каши, так как их там нет. А тут еще и различные коммерсанты подливают масло в огонь, что, мол, наличие зерновых компонентов в рационе собак абсолютно не несет никакой пользы. И что каша это даже вредно для здоровья собак. И поэтому некоторые владельцы стали относиться к кашам только как к эдаким энергетическим наполнителям, без которых можно легко обойтись. Что их дают только по бедности, для того, чтобы удешевить рацион. И что если есть финансовая возможность кормить собаку одним только мясом, то каши совсем не нужны. Это далеко не так. Это заблуждение. Не поддавайтесь агрессивному и манипулятивному маркетингу. Давайте разберем все по полочкам. Да, действительно, собака хищник, плотоядное животное и имеет в своем ДНК всего лишь 2% отличия от ДНК волка. Все воспринимают эти 2% как ничтожную разницу, хотя в действительности для генетики это очень много. Но дело не в этом. Действительно, пищеварительная система собаки приспособлена для переваривания мяса наилучшим образом. Я не буду подробно останавливаться на физиологии пищеварения собак. Скажу лишь только то, что мясо полностью переваривается в организме собаки приблизительно 12 часов. И как раз 12 часов это продолжительность прохождения пищи по пищеварительному каналу у собаки. Растительная пища проходит по пищеварительному каналу быстрее, чем мясная пища. И это составляет где-то 4-6 часов. Этого времени очень недостаточно, чтобы прошло полное переваривание такой пищи. Особенно если она не прошла термическую обработку. Но растительная пища очень нужна при сбалансированном кормлении собак. Начнем с того, что даже в дикой природе хищник потребляет растительную пищу. Хоть это и небольшое количество. Всегда хищники с большим удовольствием поедают внутренности и кишки убитых ими животных. А ведь содержимое желудка и кишечника это и есть не что иное, как ферментативно полупереваренная растительная пища. В отсутствие охоты хищники, а я имею в виду волков, коротая время потребляют и ягоды, и грибы, поедают даже кал жвачных животных, например, кал лосей. Понятно, что все это поедается в небольших количествах, но поедается. Это хищникам надо для того, чтобы сбалансировать и нормализовать питание. А для сбалансированного питания хищнику, как и всем животным, нужны и белки, и жиры, и углеводы, а также микро- и макроэлементы. У многих людей углеводы ассоциируются почему-то только с энергетическим обменом. Это далеко не так. Углеводы также необходимы и для нормального обмена белков и жиров. В комплексе с белками они образуют гормоны и ферменты, секреты слюнных желез и другие биологически активные вещества. Углеводы содержатся главным образом в растительных продуктах, в тех же крупах, например. И длительный недостаток усвояемых углеводов в кормлении собак ведет к нарушению обмена жиров и белков. При этом в крови могут накапливаться продукты неполного окисления жирных кислот и некоторых аминокислот. Особое значение в кормлении собак имеют целлюлоза и пектины, которые почти не перевариваются в кишечнике и не являются источником энергии. Однако эти так называемые балластные вещества, неусвояемые углеводы, играют очень большую роль в питании. Они стимулируют двигательную функцию кишечника, желчеотделение, формируют каловая масса, создают чувство насыщения, способствуют выведению из организма холестерина и других вредных веществ. В частности, пектины впитывают в себя вредные вещества в кишечнике, уменьшают в нем гнилостные процессы, способствуют заживлению его слизистой оболочки. Эти свойства используют при лечении болезней кишечника. Длительный недостаток в рационе пищевых волокон ведет к дискинезии кишечника, запорам и очень многим другим неприятным вещам. Я не буду сейчас все перечислять. Также следует помнить, что в крупах содержится большое количество минеральных веществ, микро- и макроэлементов, аминокислот, витаминов, особенно витаминов группы В. Поэтому давать крупы в виде каш или не давать, я вам скажу так, что такой вопрос не должен стоять вообще.
Конечно, надо давать. Все зависит от их количества и переносимости. Да, могут быть такие ситуации, когда у животных могут быть отдельные случаи непереносимости тех или иных круп. Но эти случаи надо отслеживать и не давать продукты, к которым есть непереносимость или аллергия. Если не давать каши, а кормить собаку только мясной пищей, то это тоже ведет к очень тяжелым последствиям для организма. Кстати, яркий пример вредности несбалансированного белкового питания – это подагра у человека. Подагра еще называется болезнь королей, потому что в средние века этим заболеванием болели только представители королевских семей и знати, которые могли потреблять мясо в неограниченных количествах. Простые люди, которые мясо видели иногда на праздниках, никогда не болели этим заболеванием. И хотя человек – это не плотоядное животное, а всеядное, но тем не менее в природе нет резких переходов от одного к другому. Или вот еще один пример. Все любят сравнивать свою собаку с волком, что вот это, мол, волк ест, а вот это волк не ест, а раз так, то это значит и моей собаке тоже не полезно. Так вот, а знаете ли вы, что волк в дикой природе живет в среднем лет 5-7, а в неволе, где он потребляет меньше нормы белковой пищи, волк живет и до 15 лет. Я никоим образом не говорю, что надо кормить только кашами и не давать белковую пищу, но вот есть такая статистика. Эти аналогии можно привести и с человеком. Первобытный человек изредка доживал до 40 лет, а сейчас продолжительность жизни у человека значительно выше. Более того, по вопросам кормления собак есть много научных данных, как наших, так и зарубежных ученых. Эти исследования основаны на знаниях физиологии собак и биохимии их питания. Причем это не только голая теория. Все это уже подтверждено многолетней практикой. А почему в интернете появляется так много неправдивой информации по этому поводу, то скажу. Есть две причины. Одними людьми движет коммерческий расчет, и такие утверждения есть не что иное, как инструменты агрессивного маркетинга с целью продвижения своих видов кормов. А другие люди, не имея соответствующих знаний, верят таким голословным заявлениям и становятся ретрансляторами таких вот манипулятивных утверждений. Поэтому, резюмируя, скажу еще раз, что каши – это неотъемлемая часть рациона собак при их сбалансированном кормлении. И согласно рекомендации, каши должны составлять около 30% от общего объема рациона. Показателем сбалансированности рациона есть здоровая жизнерадостная собака в оптимальной форме и с постоянной массой тела. Надеюсь, что я вас аргументированно убедил, почему каши и другая растительная пища нужны при сбалансированном кормлении собак. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!